Всем привет, с вами Ксюша, и в этом мастер-классе вы увидите полный процесс того, как обычная стена превращается в уникальный декор. Я подробно разберу каждый этап создания этого варианта декоративной штукатурки карты мира, чтобы вы смогли повторить его своими руками. Всего за 15 минут вы увидите все секреты. За кадром я уже нанесла кварцевый грунт в серо-зеленом цвете. И теперь делаем яркую подложку. Для этого я использую вододисперсионную краску фиолетового и яркого мятного цвета. Полностью укрывать темный кварц-грунт при помощи краски не нужно. Просто наношу первый слой вот такими легкими мазками. Сделала небольшое пятно, набираю материал и создаю рядом примерно то же самое. В процессе нанесения можете использовать более широкую кисть. Я использую мелкую, так как у меня небольшой объем краски. Если работаете большой, шириной 10-15 см, то старайтесь набирать на нее не слишком много материала, иначе создадите очень толстый слой. Заполнила небольшой участок фиолетовой краской, далее беру мятную и добавляю ее на те участки, где больше просвечивает кварц-грунт серо-зеленого цвета. Нанести ее нужно плюс-минус столько же, сколько фиолетовой, и при этом полностью цвет кварцевого грунта перекрывать не нужно. Пока краска не высохла, берем распылитель с водой и широкую кисть. Смачиваем краску и растираем. Цвета начинают перемешиваться между собой, и мы получаем неоднородный тон с переходами из фиолетового в мятный. Плюс местами просвечивает серо-зеленый кварц-грунт. Именно такой неоднородный градиент с мягкими переходами нам и нужен. В процессе такой покраски сложного ничего нету. Главное наносить краску небольшими участками, чтобы она не успевала высохнуть. Если у вас есть помощник, то процесс проходит еще проще и быстрее. Один человек заполняет поверхность несколькими цветами, а второй сразу смачивает материал и растушевывает его. Закончила с фиолетовым цветом, и можно переходить ко второму. Как видите, первый участок уже начинает высыхать, и видно, как просвечивает серая подложка, за счет чего какие-то цвета смотрятся более серыми, а какие-то более яркими. Теперь беру мятную краску и наношу ее поверх фиолетовых участков. В комментариях меня часто спрашивают, какая подготовка стен нужна под декоративную штукатурку. Все очень просто. Чем декор толще и чем хаотичнее его фактура, тем больше дефектов он скроет. И наоборот, чем толщина декоративного слоя ближе к обычной краске, тем больше дефектов основания он подчеркнет. Для декоративной штукатурки, как в этом видео, качество основания требуется К2, в идеале К3. Конкретные допуски для всех этих уровней вы можете легко найти в интернете. Готово. Теперь беру второй цвет и добавляю его в те места, где у нас остались небольшие пропуски. Как я уже говорила, ничего сложного тут нет. Загрунтовали стену обычной укрепляющей грунтовкой, через пару часов наносите заколированный кварцевый грунт и оставляете до следующего дня, чтобы он полностью высох. После при помощи краски создаем такую хаотичную градиентную основу. Далее даем краске полностью высохнуть. Хотите научиться преображать пространство и менять мир вокруг себя? Тогда у меня для вас отличная новость. Образовательная платформа Skillbox запустила бесплатный 5-дневный мини-курс по дизайну среды. За эти 5 дней вы сможете попробовать себя сразу в нескольких востребованных направлениях: интерьерный дизайн, ландшафтный дизайн, проектирование мебели и декорирование. Вы не просто послушаете теорию, а поймете суть каждой из этих профессий и сможете выбрать то, что вам действительно по душе. Все максимально просто. Во-первых, вы смотрите видеоуроки в любое время, когда вам удобно. Никаких строгих расписаний, только самая важная и полезная информация. Во-вторых, после каждого урока вы выполняете практическое задание, чтобы сразу закрепить полученные навыки. В конце обучения вас ждет итоговый вебинар. Это будет прямой эфир с опытным спикером, который разберет работы участников, поделится профессиональными секретами, расскажет о трендах 2025 года и, конечно, ответит на все ваши вопросы. Это отличная возможность получить честную обратную связь от эксперта. В результате всего за 5 дней вы с нуля сделаете 4 крутых кейса и соберете их в свое первое портфолио. Вы создадите тематическую доску на Pinterest, разработаете стильный интерьерный коллаж, спроектируете дизайн-проект сада своей мечты и даже сделаете эскиз детской мебели. После такого погружения вы точно поймете, какое направление вам ближе и в какую сторону двигаться дальше, чтобы ваш рост в профессии и доходе был максимально быстрым. Но и это еще не все.
Skillbox подготовили для всех участников классные подарки. 4 полезных чек-листа для старта в новой профессии. Вам дадут тестовый доступ к понравившейся профессии, чтобы вы оценили, насколько она вам подходит. А те, кто посмотрит первый урок, получат бессрочный доступ к записи практической конференции по нейросетям и сертификат на скидку 10 000 рублей на покупку полного курса. И что очень важно, все материалы курса останутся у вас навсегда. Вы сможете вернуться к ним в любой момент. Переходите по ссылке в описании под видео или сканируйте этот QR-код. Пройдите простой короткий тест, чтобы получить подходящие вам материалы и открыть доступ к урокам. Регистрируйтесь и начинайте творить. Следующим этапом идет создание фактуры карты мира. Для этого я буду использовать акриловую венецианскую штукатурку в теплых оттенках. Два основных – это желтый бежевый и оранжевый бежевый, плюс небольшое количество коричневого, который будет применяться для создания мелких деталей. Отпечатываю материал на поверхность аккуратными движениями. Сильно на кельму нажимать не нужно. Плюс во время переноса штукатурки нужно немного вращать инструмент, чтобы отпечатки получились более разнообразными. Отлично, теперь делаем набор. Сперва снимаю смешанный материал шпателем и оставляю его на кельме. Только после этого добавляю к нему свежий. Набрала многовато, поэтому треть можно снять и пока отложить. Начинать заполнять следующий участок нужно с небольшим отступом от предыдущего. Как только подраскидали основной объем, можно распределять его из центра к краям. Заполнила небольшой участок светлыми цветами и теперь добавляю темный. Коричневую венецианскую штукатурку на кельму я набираю совсем немного, вот таким образом. И теперь можно приступать к созданию мелких контрастных деталей. Теперь убираем излишки венецианской штукатурки с кельмы и приглаживаем фактуру. Сильно давить на инструмент не нужно, главное двигать кельмой в разных направлениях, чтобы островки получались более хаотичными. Разгладила этот участок, далее беру строительный фен и начинаю прогревать венецианку, чтобы появились трещины. Готово. Теперь покажу, как стыковать следующий участок. Набираю на чистую кельму светлые цвета. Желто-бежевого добавляю больше, а оранжево-бежевого поменьше, потому что он темнее и при смешивании со светлым будет доминировать. Первые отпечатки делаю с небольшим удалением от предыдущего участка, чтобы не получилось сильного наслоения в месте стыковки. Там, где получились большие отпечатки, я повторно прижимаю к ним уже полупустую кельму, тем самым забирая излишки и распределяя их рядом. Раскидали первые цвета, далее берем темный цвет, совсем немножко, распределяя его на кельме вот таким образом, и теперь можно добавлять его поверх светлых участков. Этот коричневый цвет является основным инструментом, которым мы можем контролировать контраст. Как я уже говорила, темные тона доминируют при смешивании, поэтому немного увеличив количество темно-коричневого, мы создаем более насыщенный выделяющийся фрагмент декора. Таким образом, вы можете делать градиентный переход на стене. К примеру, чтобы у потолка фактура была более светлая и плавно уходила вниз на затемнение. Пригладила венецианскую штукатурку, теперь беру строительный фен и делаю при помощи него местами мелкие трещинки. Готово. В этой работе очень важно время от времени отходить от стены и смотреть, как в общем смотрится вся композиция. Как вы видите, с левой стороны поверхность заполнена самыми светлыми островками, которые постепенно переходят в более темные коричневые. Теперь, чтобы уравновесить композицию, нужно создать переход из темных тонов в светлые. Поэтому набираю два самых светлых цвета венецианской штукатурки и заполняю следующий участок при помощи них. Вот здесь у нас слишком резкий переход из темного в светлый, поэтому добавляю немного коричневого, чтобы слегка сгладить его. Коричневого тона достаточно, теперь можно разглаживать материал. Главное двигаться кельмой в разные стороны, чтобы фактура не имела определенного направления. За этим нужно постоянно следить.
Если работаете вдвоем, то лучше, чтобы не каждый человек делал свою стену, а выполнял только одну задачу. Кто-то наносит штукатурку, а кто-то разглаживает. Тогда узор фактуры на стенах не будет отличаться. Разгладили, и теперь там, где не хватает в углу материала, добавляем его обычным шпателем. Таким образом мы заполняем разрыв, и получится, что островок плавно переходит с одной стены на другую. В углу должны быть переходы и фактуры, и углублений. Полностью заполнять угол материалом не нужно. Такой переход будет смотреться неестественно. Далее берем фен и прогреваем крупные островки, чтобы появились трещинки. Закончили с первым слоем нанесения фактуры. После этого даем ему высохнуть в течение пары часов. Затем наносим второй слой, только уже при помощи шпателя. Для этого набираю на кельму небольшое количество среднего, светлого и темного цвета. Готово. Теперь беру шпатель и немного смешиваю 3 тона между собой. Штукатурку буду наносить этим небольшим шпателем, просто набирая венецианку с кельмы. Сейчас добавляю новые детали фактуры и усиливаю ее контраст. Этот второй слой получается темнее первого, так как все цвета взяты примерно в одной пропорции. Соответственно, оранжевого, бежевого и коричневого добавляю больше, чем на первом этапе создания фактуры. Там основным был самый светлый, желто-бежевый. Сейчас мы не только усиливаем контраст фактуры, но и увеличиваем островки, соединяя совсем мелкие между собой. Плюс больше скрываем цвет подложки. Видим вот такой участок, где островки получились совсем маленькие, значит, нужно их соединить. Добавляем немного штукатурки и хорошо разглаживаем ее в разные стороны. На этом этапе мы уже не создаем мелкие трещинки при помощи фена, а просто стараемся не скрывать те, которые сделаны на предыдущем этапе. Так, при близком рассмотрении фактура будет смотреться более разнообразной. Так же, как и во время создания первого слоя островков, тут важно видеть всю работу в целом, чтобы сохранять баланс количества и размера островков. Поэтому почаще отходите от стены и оценивайте результат, чтобы фактура получилась равномерной по всей поверхности. Большое преимущество использования венецианской штукатурки в сравнении с обычной шпаклевкой в том, что она дольше не высыхает, и поэтому работать можно с ней не торопясь. Плюс, в отличие от шпаклевки, акриловая венецианская штукатурка отлично колируется и дает контрастное смешение при разглаживании, создавая красивые смазы и узоры, в которых хорошо различим каждый используемый цвет. Шпаклевка в такой технике будет смешиваться гораздо сильнее, и контраст цветов получится значительно ниже. Ее стоит использовать в подобной технике только если вы создаете декор в очень мягких пастельных тонах. Тогда и колорантов потребуется не слишком много добавлять в материал, и переходы цветов в островках будут супер мягкими, практически незаметными. После того, как венецианская штукатурка полностью высохла, наносим золото и бронзу при помощи целлюлозной губки. Набираю на нее золотую краску очень тонким слоем, чтобы не создавать подтеков. Достаточно. Теперь можно приступать к нанесению. Сильно на губку давить нельзя, иначе много краски попадет в углубление. Так как губка полусухая, работая в этой технике, получается создать полупрозрачный, очень тонкий слой. С определенных углов обзора золотой блеск заметен практически не будет. Но если проходить вдоль такой стены, там где от нее хорошо отражается свет, золото создаст красивый перелив. Поэтому такой декор в целом хоть и насыщенный, но он будет смотреться гармонично. Закончили с золотом и теперь наносим бронзу. Набираю ее на губку очень тонким слоем, вот так. Этого достаточно. Наносить ее буду в основном на светлые участки и в очень небольшом количестве. Работаю губкой максимально аккуратно, практически без нажима. Это позволяет создать еле заметные акценты. Бронзовый блеск будет хорошо смотреться в сочетании с коричневыми тонами в фактуре. Добавила небольшое количество бронзы, и вот такой интересный декор у нас получился.
Вариант декоративной штукатурки карты мира нестандартный. Теплые разнообразные островки на нежном холодном фоне смотрятся гармонично и создают эффект объема. При этом использованные тона достаточно спокойные, и декор не выглядит слишком ярко. В интерьере он не будет забирать на себя слишком много внимания и перегружать помещение. Также этот вариант декора интересно смотрится и при близком рассмотрении. Мы видим большое разнообразие микродеталей, красивых переходов цветов и блеска. Где-то заметны микротрещинки, которые созданы при помощи фена, а где-то элементы, подчеркнутые бронзой. Это разнообразие микродетализации делает работу уникальной. Нет ни одного одинакового квадратного сантиметра, который бы повторялся. В общем, декор смотрится уравновешенно, и даже золото, примененное на последних этапах, не придало ему излишнюю яркость. Золотистый блеск виден только под определенным углом обзора и на первый взгляд может быть вообще незаметным. Чтобы его показать вам, приходится специально ловить камерой нужный ракурс. Вживую золото может оказаться неожиданным сюрпризом для человека, который проходит вдоль такой стены и внезапно улавливает этот нежный блеск, который большую часть времени практически не заметен. Все это из-за того, что золото нанесено очень тонким слоем и отлично сочетается с фактурой, в которой преобладают теплые желтые тона. Такая декоративная штукатурка дарит спокойствие. На мой взгляд, это восприятие возникает из-за того, что в ней есть какие-то нотки осени. Золото здесь только усиливает это настроение и добавляет мягкие солнечные лучики. Мне кажется, такая финишная отделка стен добавит в дом уют, тепло и спокойствие. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!